Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. В сегодняшнем видео хочу вам показать, как я вязала анатомический мысок, когда мы вяжем носки от мыска. В предыдущем видео я вам показала, как вязать мысок, когда мы свяжем носки сверху вниз. Ну а сейчас второй вариант. Меня спросили, и хочу показать этот вариант тоже. Анатомический мысок, что это такое? Это когда мы выполняем в данном случае прибавки неравномерно, то есть с этой стороны получается у нас мизинец, палец мизинец, а с этой стороны большой палец ноги. Так как у нас обычно мы как выполняем убавки или прибавки, да, начинаем выполнять убавки равномерно, то есть с обеих сторон. И иногда получается так, что не всем это удобно, нога, мысок стягивает пальцы, и мне лично не очень удобно. Я люблю, когда пальцы здесь свободные. Поэтому вот есть такой способ. Смотрите, к примеру, этот носок, вот он. Я вяжу на свой размер, конечно, он чуть-чуть побольше, чем манекен, но тем не менее, чтобы вы поняли разницу. Да, здесь есть больше прибавок с этой стороны, чем с этой стороны. Здесь прибавляем и затем вяжем прямо. Для начала смотрим, какую длину мыска мы хотим. У меня 5 сантиметров. Это манекен, на мою ногу 5 сантиметров. Вяжу образец высотой 5 сантиметров. Здесь у меня 22 петли, 20 петель плюс 2 кромочных. В 5 сантиметрах 20 рядов и в ширину в 20 петлях 8 сантиметров. Объем ноги 23 сантиметра. Я объем ноги меряю всегда в этом месте. Вот. У меня объем 23 сантиметра. В 20 петлях 8 сантиметров. Не знаем, какое количество петель, но знаем то, что объем 23 сантиметра. И выполняем расчеты. 23 умножаем на 20, делим на 8. У меня получается 57 петель. Округляем, то есть должно быть количество петель парное 2. Отнимаю одну петлю, у меня получается 56 петель. Вот они, 56 петель, 28 на одной спице и 28 на другой спице. И дальше я уже буду вязать просто прямо по кругу до пятки. Смотрите, я нарисовала такую схему. С этой стороны большой палец, с этой стороны мизинчик. Со стороны мизинца больше прибавлений, больше прибавок, чем со стороны большого пальца. Нарисовала я, значит, здесь 20 рядов. Можно было написать наоборот, но уже не важно. 20 рядов, то есть будем начинать вязать 20, 19, 18, так как мы будем вязать сверху. 8 петель. Это петли, которые я набираю методом Джуди. То есть 8 с одной стороны, 8 с другой. Получается 16 петель. Ну, берем 8. 8 петель. Здесь у нас 28. То есть берем вот одну сторону. Здесь 8 петель. 8 и 28. 28 отнимаем 8, 20 петель. 20 петель я должна прибавить для того, чтобы от 8 петель прийти к 28. В начале я всегда советую приблизительно, сколько у меня получилось, 1, 2, 3, 4 ряда прибавлять с обеих сторон в каждом ряду. Затем со стороны большого пальца я прибавляла в каждом втором ряду еще 4 раза. Со стороны мизинца я добавляла до 15 ряда в каждом ряду и затем через ряд. Убавки в большом пальце или прибавки, если мы вяжем снизу, сверху, да, в данном случае прибавки в большом пальце должны заканчиваться где-то посередине. То есть если у нас 20 рядов, 10-11 ряд мы дальше вяжем прямо. Значит, смотрите, 8 минус 28, 20. У меня здесь 20 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть у вас должно получиться вот такое количество прибавок. Здесь тоже, смотрите, в каждом ряду где-то до 1/3, да, 20 рядов, 1/3, и дальше в каждом втором ряду. Здесь половину приблизительно, чуть больше, да, мы прибавляем в каждом ряду и затем в каждом втором, и затем вяжем прямо. Вяжу носочки спицами номер 2,75. И пряжа у меня, давно мне ее подарили, я не знаю, какая это пряжа, знаю, что она турецкая, но
Для этого мы и выполняем наши расчеты. И для этого мы вяжем образец. Даже не зная, из какой пряжи, приблизительно, естественно, смотрим для того, чтобы она подходила по толщине для вязания носочков. Набираем петли методом Джуди. На каждую спицу я буду набирать по 8 петель. Оставляю здесь приблизительно 25 сантиметров. И сначала начинаю с верхней спицы. Верхняя спица под нить. И дальше я перекручиваю 2 раза, для того, чтобы все-таки этот кончик у нас остался наверху. Вот. Это у нас получается верхняя спица и нижняя. То есть я набираю на одну спицу, на вторую, на одну, на вторую. Нитью, которая у нас сверху, набираю петлю на нижнюю спицу, а нитью, которая снизу, набираю петлю на верхнюю спицу. Так вы не запутаетесь. То есть сначала идет первая петля, затем набираю одну петлю на нижнюю спицу. Смотрите, я ввожу обвиваю, так сказать, спицу верхней нитью. Дальше нижняя идет между спицами наверх. Верхняя теперь вот таким образом. Набираю на каждую спицу по 8 петель. Четыре, 5, 5, 6, 6, 7, 7 и последняя 8 и 8. Так, посмотрим по 8 спиц, по 8 петель на каждой спице. 3, 4, 8 и здесь 4 и 4, 8. Теперь мы вяжем один ряд просто лицевыми петлями методом Magic Loop. Так, вот у нас получается последняя петля. Так, я завожу, придерживаю эту нить, вытягиваю спицу, и эту петлю я вяжу лицевой скрещенной, то есть я ее провязываю за заднюю стенку. И так вяжу лицевыми один ряд без никаких прибавок, просто лицевые петли. Стараюсь вязать плотно. Я для вязания этого образца сейчас взяла номер спиц, мне кажется, 3,75. Побольше, для того, чтобы не были такие. Так, здесь первый ряд, он всегда очень такой, знаете ли, важный. Так. И вяжу петли с следующей спицы. Между спицами старайтесь, чтобы эта петля, особенно вот эта первая петля, была очень короткая. Не вытягивайте ее сильно. Так, мы провязали первый ряд. Я советую здесь всегда, на всякий такой случай, здесь выполнить узелок. Вот. Для того, чтобы не было никаких здесь отверстий. Итак, смотрите, методом Джуди мы набрали петли и провязали один ряд. Теперь будем выполнять прибавки. Прибавки выполняем после первой петли, между петлями и до последней петли на этой спице. Также здесь в начале ряда и в конце ряда.
до петли последней. Мы начинаем с 20 ряда. Помните, да, я там все нарисовала наоборот. 20 ряд, значит, ставлю, у меня вот такой, я купила в Ирландии за 3 копейки. Смотрите, выполняем. Первая петля у нас получается лицевая, а дальше я буду добавлять петлю из протяжки. Провязываю лицевую скрещенную. Поставим маркер. Это у нас будет начало ряда. Также маркером вы затем будете иметь в виду и отмечать для себя. Со стороны маркера вы будете вязать прибавки для большого пальца или для мизинца. Для того, чтобы не ошибиться, где делать прибавки, выполнять, а где нет. Итак, вяжу лицевыми петлями. Получается до конца петель на этой спице. И здесь также выполняю прибавку. Лицевая скрещенная и лицевая. Мы провязали, получается, половинку ряда, да, то есть провязали петли с одной спицы и переходим на следующую спицу. Здесь мы также будем выполнять прибавки после первой петли. То есть я вяжу лицевую, эту петлю вяжите плотно, особенно. И прибавка из протяжки. Ищу протяжку. Вот она. И вяжу лицевую скрещенную. Для того, чтобы не было видно дырочек. Дальше все петли лицевые. И в конце ряда также выполняю прибавку. Лицевая скрещенная. И лицевая. Я провязала 20 ряд для того, чтобы не путаться. И на счетчике у нас, значит, вяжем с вами 19 ряд. 19 ряд вяжем точно так же. Выполняем прибавки с обеих сторон. Со стороны мизинца и со стороны большого пальца. Вяжу лицевую. После лицевой сразу выполняю прибавку. Ищу, где она здесь. Протяжка. Прибавляем одну петлю, дальше вяжу до конца ряда лицевыми петлями и в конце этого полуряда, так сказать, это еще не весь ряд, также вяжем прибавку. Лицевая скрещенная. Лицевая. И переходим на следующую спицу. Здесь то же самое. Главное вязать здесь потуже. Лицевая петля. Дальше из протяжки провязываю. Где она здесь, эта протяжка? Лицевая скрещенная. Вяжу лицевыми. И в конце ряда прибавляем еще одну петлю из протяжки. Таким образом, смотрите вашу схему. Там, где есть прибавки, выполняем прибавки, где их нет, вяжем просто прямо. Таким образом вяжем мысок, смотрим на нашу схему, выполняем прибавки в тех рядах, где нужно, и с той стороны, где необходимо. Надеюсь, этот видеоурок вам был полезен. Оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока!